Итак, всем привет! И снова с нами Token Hunters. Сегодня наш 4-й выпуск передачи в Екатеринбурге. Передача о компаниях, которые близки к миру блокчейн и криптовалют. И сегодня со мной мои друзья из компании Adamant. Они специально приехали в Екатеринбург. Мы сегодня здесь записываем с ними интервью. И это уже второе интервью, потому что первое интервью было в городе Берлин, где мой коллега Александр Зильбер проводил интервью с SEO Адаманта. Привет, Петр, привет, аудитория Token Hunters. Меня зовут Алексей Лебедев, я менеджер проекта и разработчик проекта Adamant. Привет, Петр. Здравствуйте, аудитория. Меня зовут Сергей Лебедев, я пиар-менеджер проекта Adamant и адвизор. Как ваша поездка в Берлин? Какие цели вы ставили, когда ездили? Расскажите о ней немножко подробнее. Изначально планировалась конференция в Гданьске, и мы на нее попали. Довольно интересное событие, не такое масштабное, например, как в Гонконге. Но там было довольно много полезных знакомств и много заинтересованных людей в криптовалютной сфере. В том числе познакомились с людьми, которых заинтересовал, собственно, проект Adamant Messenger. Поскольку в мире встал вопрос о том, как именно безопасно передавать сообщения. В СМИ все больше говорят о том, что WhatsApp как-то использует ваши данные, Facebook, утечки. И люди все больше интересуются, а как же мне сохранить свою приватность. Ну и попутно мы решили связаться с Сашей. Он пригласил нас в Берлин, это было очень здорово. Поездка была на машине, но очень увлекательна, поскольку была возможность проехать по немецким автобанам без ограничения скорости. По прибытию он нам немножко показал город, рассказал о жизни. И мы провели довольно интересное интервью, на мой взгляд. Ребята, вообще какое количество времени вы проводите на конференциях и сколько конференций по блокчейну вам удалось посетить за последний год? В последнее время мы довольно активно пытаемся продвигать наш продукт на конференциях. Ездили на конференцию в Гонконг. В Гонконге нас представляли наши разработчики. Это Алексей и Дмитрий. Потом мы ездили в Европу на конференцию в Гданьск. Также были в Белоруссии, ну и по России сейчас в Екатеринбурге. Ну, я насколько понимаю, Алексей, ты являешься головным мозгом вообще всего проекта и разработчиком. Вообще интересно, как ты к этому пришел? Ну, головным мозгом скорее является Дима. У нас несколько разработчиков, 5 сейчас человек. Я скорее являюсь частично архитектором проекта и в плане концепции блокчейна, но непосредственно код больше пишет Дима и другие ребята. История довольно интересная, потому что я довольно давно знаю Диму, и мы уже реализовали много других проектов не на блокчейне. Блокчейном мы заинтересовались 2 года назад. Тогда и возникло понимание, что современные проекты на блокчейне не вносят ничего нового и значимого, никакой ценности в жизнь. В основном это проекты, которые берут ERC-20 токен, клонируют, пишут смарт-контракт, и они обмениваются этими самыми токенами. Но смысла в этом нет никакого. Мы подумали о том, что применение блокчейна может быть практическое. Мы думали о том, чтобы сделать кадастровую систему, о том, чтобы сделать распределенную систему хранения по типу IPFS на блокчейне. Но так совпало, что, обсуждая этот вопрос с нашим SEO Павлом Евгеновым, мы решили уделить больше внимания передаче сообщений. Как раз тогда и пошла вся эта канитель с перехваткой сообщений, со Сноуденом ну и так далее. Мы решили попробовать. Тогда писать проект с нуля было нерационально, конечно. Мы стали рассматривать, какие же системы можно использовать для того, чтобы внедрить передачу сообщений на блокчейн. И, как оказалось, таких систем очень мало. Тот же эфир крайне не подходит для этой цели, поскольку эфир построен на архитектуре Proof of Work, что
что требует потребления электричества. И у эфира очень дорогое хранение данных. Таким образом, если хранить сообщение в блокчейне, мы посчитали, это будет в сотни тысяч долларов в месяц. Ну, это вообще невозможно. Начали рассматривать другие проекты, ну и в конце концов пришли к Лиску. На тот момент Лиск еще не поддерживал распределенные приложения, но уже у них была готовая кодовая база, в принципе, которую мы использовали. Протестировав способность хранить сообщения на Лиске, мы какие-то недостатки этой системы убрали и прибавили дополнительную функциональность. Таким образом увеличили время блока, распределили комиссии по-другому и поняли, что эта система работоспособна. И в дальнейшем, когда мы рассказывали о нашем проекте уже кругу инвесторов для того, чтобы продолжить разработку, на удивление заинтересовалось достаточно большое количество человек. Расскажите вообще о философии вашего проекта. С чем она связана? Как вы сами себе ее представляете? Философия Адаманта довольно проста. Это анонимность, открытость и безопасность. Передача сообщений и, в принципе, общение между людьми было всегда и будет всегда. Либо в устной форме, как мы сейчас общаемся, либо используя там бумажные письма и сейчас современные средства передачи информации. Здесь стоит вопрос доверия. Всегда есть средства прослушивания, есть всегда средства перехвата сообщений. Люди так устроены, что хотят хранить свои секреты в тайне. Даже те, кто говорит, кому нечего скрывать, у них всегда есть слабые стороны, которыми можно манипулировать. И даже в бытовом случае банальная фотография или переписка по чату может вызвать у человека проблемы, хотя он этого и не подозревает. Здесь стоит вопрос только тогда, когда человеком заинтересуется. И когда им заинтересуется, всегда, значит, злодей, да, или кто-то там найдет возможность на него надавить, используя полученную информацию. Адамант же позиционирует себя как систему, которую можно использовать надежно, которой можно доверять. И именно поэтому изначально весь наш исходный код открыт. Мы хотим сделать систему, которая бы не имела какого-то центрального управления. Не будет ответственных лиц, не будет какой-то среды, которая отвечает за передачу сообщений, которая может их перехватить. Это распределенная система, как и биткоин. Таким образом, сообщения, передачу их будет поддерживать именно все пользователи, которые в этом участвуют. Ребят, если подрезюмировать, из особенно первого выпуска, который мы провели с вами в Берлине, Адамант — это безопасно защищенный мессенджер, он предполагает под собой децентрализацию, но все-таки не кажется ли вам, что мы все-таки живем не в идеальном мире, да, где вот все проекты, которые могут воплотиться, они воплощаются, но всегда есть система противовесов в виде государств, в виде властей. И вот на данный момент не кажется ли вам, что мы таким образом пытаемся выпустить джина из бутылки и на самом деле проникнуть в сферу неконтролируемую? Исторически так получается, что есть амбициозные люди и есть неамбициозные люди. Амбициозные люди делятся на две категории. Те, кто имеет власть, и те, кто хочет ее получить. И между ними всегда стоит противодействие. И те средства, которые они используют, могут быть абсолютно разные. Но суть в том, что люди, которые уже имеют власть, у них гораздо больше рычагов воздействия для того, чтобы не дать ее тем, кто хочет ее получить. И здесь как раз вопрос противодействия скорее финансовой системы, сложившейся фиатной, с центральными органами управления, с государствами и банками, и блокчейном, биткоином. Посмотрите, насколько медленно биткоин распространяется. Хотя это очень сильная технология, она имеет гораздо больше преимуществ перед обычной фиатной системой. Но власти и государства имеют очень сильные рычаги для того, чтобы это дело предотвращать. Неизбежно придет такое, что блокчейн заменит финансовую систему. Но на это потребуется очень много времени. Для этого даже должны смениться поколения, возможно. Точно так же в системе передачи сообщений.
устоявшиеся мессенджеры, к которым уже привыкли люди централизованные, такие как, например, WhatsApp, Facebook и даже тот же Telegram, они имеют гораздо большую силу и влияние, чем какое-либо начинание. Особенность даже не только политическая, но еще и техническая. Для того, чтобы реализовать даже небольшую функцию в мессенджере на блокчейне, приходится проводить очень много изысканий. Очень много на это нужно ресурсов, сил, разработки. Но я считаю, что неизбежно придет время, когда блокчейн заменит традиционные системы во многих сферах, в том числе и в передаче сообщений. Ребят, смотрите, децентрализация — это все хорошо, но если мы все-таки говорим о том, что это бизнес, то он так или иначе связан с фиатными деньгами. И монетизировать вы в любом случае в конечном итоге все это будете в рублях, в долларах, в евро. Так вот, не кажется ли вам, что при создании этой технологии и при ее масштабировании вам придется столкнуться с тем, что ваш мессенджер в конечном итоге придется сделать централизованным? Потому что необходимо будет делать элементарную идентификацию абонента. Очень хороший вопрос, Петр. Здесь встает его можно разбить на две части. Первое, нет, все, что мы делаем, оно всегда будет децентрализовано. Но второе, мы всегда будем допускать возможность централизации некоторых сервисов. В современном мире это неизбежно. Если человек захочет пользоваться мессенджером, в конечном итоге ему нужно будет приобрести наши токены. И здесь встает вопрос уже об идентификации. Почему? Потому что покупка токенов либо, опять же, в криптовалюте, либо в фиатных деньгах с банковской карты, например. В криптовалюте для того, чтобы занести туда деньги, в конечном итоге тоже нужно перевести фиатные деньги. Но если уж покупка токенов происходит напрямую с банковской карты, то здесь в любом случае происходит идентификация через банк. Поэтому да, в современном мире децентрализация и централизация идут бок о бок. И можно добиться полной децентрализации только в том случае, когда все товары и услуги можно будет приобрести за криптовалюты. Сейчас вы уже знаете, да, что многие товары можно приобрести за криптовалюты. И еще интересно, что технология настолько уже продвинулась. Например, в Европе нам было удивительно видеть биткоиномат. То есть у нас появилась возможность перевести биткоины и получить наличные деньги. Чтобы перейти к полной децентрализации, надо просто изменить систему мира. Тогда будет полностью децентрализована не только мессенджер, а вообще вся система. Угу. Ваши токены, которые есть на данный момент, это токены ADM, какое их назначение, как они используются, что я буду иметь как инвестор, если я эти токены куплю? Да, здесь все просто. На самом деле, с одной стороны, это токены для поддержки инфраструктуры, для того, чтобы систему сделать реально децентрализованной. Децентрализация невозможна, если там не будет платы за поддержку, потому что люди, которые включаются в эту сеть, устанавливают свою ноду, им нужно окупать банально оборудование, те затраты, которые они ведут. Другая сторона, как, например, централизованные мессенджеры, они там извлекают данные пользователей, там показывают рекламу и так далее. У нас другой путь. Поэтому ценность ADM токенов изначально в том, чтобы поддерживать инфраструктуру, но с точки зрения потенциального инвестора, который рассматривает покупку с точки зрения получения прибыли, здесь все просто как и у других. Купил дешевле, продал дороже. Все дело, мне кажется, еще в распространенности мессенджера, сколько людей будет пользоваться им. Чем больше будет людей, тем больше будет ценность каждого токена. Чем больше будет пользоваться людей, тем, соответственно, их будет меньше и меньше, и ценность будет возрастать. Какое сейчас на данный момент число пользователей Адаманта? У нас порядка 10 тысяч регистраций, 11 уже. А можно ли внутри посмотреть, какое количество транзакций проходит? Сколько сообщений было послано с момента? Блокчейн открыт, конечно. Ну да, я понимаю, и тем не менее вы наверняка ведете такую статистику. Какова частота использования и сколько, как активно этот мессенджер сейчас используется внутри? Мы ведем статистику посуточно, то есть ежедневно в Slack нам приходит сообщение о том, сколько пользователей было. Это по-разному, в зависимости от того, вышла какая-то статья о нас или мы не занимаемся маркетингом. Сообщений в день от 100 до 1000.
а количество новых пользователей от 20 до максимальное было 400 в сутки. Мгм. Какая у вас цель до конца года? Сколько вы хотите набрать пользователей? Вот такой цели мы не ставили. Здесь особенность в том, что, я скажу, этот мессенджер не для всех. Просто банально потому, что не все это понимают. Не все понимают назначение, не все понимают, для чего нужна приватность и безопасность. Кому-то даже проще использовать смс-ки, ну уж в крайнем случае WhatsApp. Бери и пользуйся. Мы не хотим набрать сейчас число. Нам важно качество этих пользователей. Почему? Потому что от многих пользователей мы получаем хороший фидбэк. Нам пишут: ребят, вот у вас можно реализовать здесь это, а некоторые даже помогают участвовать в разработке. Поэтому нету цели на количество пользователей, есть цель на качество пользователей. Ребят, на данный момент у вас есть тестовая версия на iOS. Я скажу прямо, я ей пользуюсь, и мне это очень нравится. Несмотря на то, что пока что некоторого функционала не хватает, но на тот бюджет, который у вас есть сейчас, который несравним с мировыми мессенджерами, это прям сделано круто. Когда появится полная версия на Apple и как это вообще будет выглядеть? Ну, это довольно просто. Задержка с выходом версии для iOS полноценной в Apple Store связана с тем, что мы ждем оформления юрлица. Как только мы получим регистрационный номер, а это мы ожидаем, ну вот уже, наверное, в ближайший месяц, может быть раньше, я не буду строить обещаний, мы подадим заявку на выход в Apple Store. То есть, скорее всего, уже в 2019 году мы будем иметь полную версию на iOS. Это будет намного раньше. Это будет даже намного Почему в раньше. 2019? Нет, Будет конечно. намного раньше. Надеюсь, это будет в течение 2 месяцев. 2 месяцев, да, то, что будет. Круто. Почему столько проектов ICO, которые в конечном итоге выглядят благонадежными, в конечном итоге разваливаются? Ну, называют цифры и 80, и 90, и 95%, особенно российских. Многие пытаются просто сделать красивую картинку. Люди на это, как скажем так, ведутся, отдают свои деньги. Люди благополучно закрывают свой проект. Ну, по такой схеме работает довольно-таки много проектов. Они не предоставляют продукта, а говорят только обещаниями. Мы же делаем продукт. Смотрите, вот все-таки вот для меня до сих пор остается вопросом, почему вы именно решили развивать свой бизнес через ICO. Ведь у вас крутая технология, у вас крутой проект, крутой продукт. Можно было, не знаю, там, найти 3-4 инвесторов, да, которые заинтересованы, спокойно его развивать. Почему именно ICO? Почему именно эта методика? Очень хороший вопрос, Петр. На самом деле вы правы. Потому что основные инвестиции, которые мы получили, как раз пришли напрямую от инвесторов. То есть от людей, заинтересованных в этом проекте. Мы пошли на ICO просто потому, что это изначально так планировалось. Возможно, было бы правильно не проводить ICO, а реализовывать проект на те деньги, которые мы привлекли, а в дальнейшем уже подумать, что с этим делать. Но процесс сбора средств начат, и те люди, которые купили токены, они уже их получили. Сейчас, наверное, все идет по правилу Парето 20/80, когда 20% все-таки инвесторов вам Абсолютно дали так. 80%. Если не 10/90. Понятно. Смотрите, все-таки на данный момент я считаю, что вы находитесь в самом начале, и впереди еще очень много предстоит сделать, именно с точки зрения функциональности мессенджера, с точки зрения дополнительных сервисов. Первый вопрос у меня есть, который связан именно с этим моментом. Планируется ли все-таки какое-то пакетное предложение? То есть, чтобы все-таки абонент платил не за каждую конкретную транзакцию, а, к примеру, покупал и работал по определенному тарифу, как это делают телеком-операторы? Пока рано об этом говорить. Нам нужно обеспечить функционирование мессенджера и его дальнейшую разработку. Мы сейчас больше думаем над созданием некоторой экосистемы. Разработчики тоже не вечные. Деньги могут закончиться. По каким-то причинам проект может приостановиться. Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать некоторую базовую среду, чтобы каждый желающий мог принять участие в этом мессенджере. Представьте себе, если многие разработчики начнут его поддерживать. Он будет существовать сам по себе, этот мессенджер. Вот мы хотим вот этого добиться. Ну, это на самом деле такой
очень интересный подход, он у вас прежде всего, наверное, с вашей философией коррелируется. Открытый исходный код, да, Да. в котором у вас все это сделано. В принципе, философия открытости и прочие вещи с этим связаны. Давайте еще все-таки поговорим о вашем капитане, потому что известно, что капитан определяет прежде всего курс. Я имею в виду о вашем SEO. Мгм. Расскажите подробнее о нем. У него за плечами уже есть какие-то проекты, это его первый проект, вообще о его личности, о том, где его можно найти. ВКонтакте, в Телеграм, я не знаю, в Фейсбуке. Мы познакомились с Павлом порядка 10 лет назад в медицинском университете, и с тех пор я плотно с ним участвовал в различных проектах. Это были не криптовалютные проекты, но это человек, который показал себя как уверенный даже в безвыходных ситуациях. И это было очень здорово. Это действительно, Павел действительно сильная личность. И мы пришли с ним вместе к созданию вот этого криптовалютного проекта благодаря множеству его знакомых, которые нас вместе объединили, и мы поняли, что эта концепция действительно имеет право на существование. Павел недавно был в Ростове-на-Дону, где, кстати, тоже есть видеозапись конференции, и там можно как бы больше узнать о его мнении насчет блокчейна, насчет биткоина и насчет мира криптовалют в целом. Тогда мы обязательно выложим ссылку под видео, для того, чтобы мы еще именно о личности SEO больше узнали и составили более полное мнение. Скажите, пожалуйста, вот все-таки, если мы говорим про те реализованные уже проекты, не связанные с криптовалютным миром, с миром блокчейн, может о каком-нибудь одном конкретном рассказать, наиболее успешном? Я не скажу, что наиболее успешным, но я скажу, что у нас есть совместный с Павлом проект довольно интересный. В свое время мы занялись смартфонами BlackBerry, и это было довольно давно, когда смартфоны BlackBerry только набирали свою популярность в США, а в России о них еще не знали. И мы тогда смогли организовать компанию, которая бы не только занималась продажей смартфонов и аксессуаров, но еще и оказывала различные услуги по настройке телефонов, сервисное обеспечение, в том числе серверной части. Это довольно большой проект, и сейчас этот проект живой, компания «Инфорешение». Окей. Ребят, у нас есть такая рубрика, это прогнозы криптовалют. Я напоминаю, что уже практически через 2 недели подойдет первый прогноз, который я давал, это по курсу эфира. Эфир должен стоить $1300, или иначе я побреюсь на лысо, но сейчас возьмем... Это радикальный подход у тебя, Петр. Да, мы по-другому не работаем. Все-таки мы хотели бы услышать мнение именно на прогноз биткоина, на прогноз эфира до конца года. К концу года какое число ждать? А встретиться тоже надо будет. Я думаю, что биткоин в течение полугода, даже раньше, чем в конце года, выйдет на ту планку, которая была максимум по прошлому, то есть $20 000. И я думаю, что даже превысит. Вполне возможна ситуация, когда эфир будет по стоимости превышать и $10 000. Но для этого, наверное, стоит ждать реально конца года или следующего года. В любом случае, криптовалютно в плане инвестиций крайне выгодно, если вы будете хранить их больше года и на долгий срок. Ходл. Ходл. Как это называют многие инвесторы. Сергей, вы что скажете? Я тоже считаю, что эфир будет стоить гораздо больше, чем он сейчас стоит. Ну, моя цифра где-то порядка $10 000. Я думаю, что до конца этого года. По биткоину вообще даже, думаю, 50 возможно будет. Я еще, мы говорили об эфире и о биткоине, а я отдельно обращу внимание на криптовалюты EOS и IOTA. Я думаю, что на них стоит обратить внимание, потому что EOS в этом году заканчивает свое ICO. Я знаю, что уже некоторые проекты хотят на этой платформе построить свои рабочие системы, и, безусловно, это поднимет ценник самого токена. В
прошлом году я пытался делать прогнозы. Некоторые мои прогнозы оправдались. По-моему, по лайткоину я угадал в конце года, но биткоин я, конечно, занизил, поставил $5000, а оказалось 20. Ну, никто не ожидал, честно говоря. Думаю, что никто из... И кто нас смотрит, нашу передачу, из нас никто не думал, что он будет стоить $20 000. То есть криптовалюта все-таки такое дело, что нестабильное, что угадать очень сложно. Ну, но это интересно, пытаться угадать. Сами в какие криптовалюты инвестируете? Я не то чтобы инвестор. Скорее у нас есть те токены, которые мы получили взамен на наши EDM токены. В основном это эфиры. То есть в эфирах так и... Да. Мы, скажем, у нас Павел Сергеевич, наш SEO, умеет обращаться с инвестициями, да, он частично их каким-то образом оборачивает. Я же скорее такой технический человек. Для меня эти токены как, ну, скажем, хранилище средств. Спасибо огромное, что уделили внимание. Я желаю вам дальше двигаться такими же семимильными шагами. Мы ждем появления полной версии на iOS. И обязательно еще раз приезжайте, или я приеду к вам, и мы подведем итоги. Спасибо. Спасибо, Петр. Спасибо за приглашение в ЕКАТ. Спасибо. Ждите наших следующих выпусков, мы еще обязательно увидимся.